Hi friends, this is Galileo Impact Stories. My name is Sergey, and in the end of June I was in Riga, Latvia, at an advanced program called Civic Education for a Society of Citizens. It was organized by the Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe. Riga is truly a lovely place. The old town is one of the best medieval examples that I ever seen. Our group has had 5 amazing days with lectures of world's experts and wonderful discussions about politics, economy and modern society. The most interesting for me was speech of Sergei Petrov, founder of largest Russian car dealer Rolf, businessman from Forbes Top 200 Russia. He was talking about investments and their influence on Russian economy in 1990s. Unfortunately, 2 days later, Russian authorities initiated a criminal case against his company. You can find more information about that in press and make your own conclusion about this situation. I want to share with you part of his lecture where he talks about real meaning of investments. He speaks Russian, so you can turn on English subtitles in the right corner of this video. I'm sure it will be interesting for you. Так вот, первое, что я вам хотел сказать про понимание большинства людей вопросов инвестиций. Обычно, даже работая 9 лет в Думе, говоря с людьми, которые в бюджетном комитете, или кто принимает законы, которые сегодня у нас действуют, люди под инвестициями понимают в основном деньги. Когда им говоришь, нет, это не деньги, это гораздо сложнее, это субстанция более... да, но через 10 минут все равно деньги. Они... Когда им объясняю, нет, можно быть вообще с $1 в кармане и начать бизнес, если у вас есть репутация, если у вас есть скиллзы, которые позволяют вам этот бизнес сделать. Инвестиции, на самом деле, это... Я даю сейчас свой опыт. Да? Я тоже начинал в 36 лет бизнес и ничего не знал. Хотя я заканчивал экономический вуз советской торговли, но чему там учили, даже сейчас не буду вам говорить. Так вот, инвестиции все-таки это вещь, которая включает в себя прежде всего, не только даже ноу-хау, но еще и какой-то дух, который выражается Первые инвесторы – это иностранные банки. Они пришли к нам и сказали, мы вам готовы дать, вы получаете какой под процент, например, 15 мы получали капитал в 90-х, а мы вам дадим под 7. Если только вы перестанете красть налоги, в черную работать, если вы будете белыми, пушистыми, понятными. Что такое перестать? Как в автомобильном бизнесе в то время крали налоги? Под этим словом я подразумеваю, например, я открываю Audi Центр Север, а 2 существующих Audi, Центр Москва и Центр на Таганке, занижают стоимость ввозную машин, организуя компанию где-нибудь в Финляндии, где у них просто машины идут в транспортный поток. Они платят меньше НДС, платят меньше таможенной пошлины, но у них образуется денежный поток, который непонятно откуда. Вот он взял у вас, у покупателя, этот кэш, ему надо перебросить за границу его. Там-то он покупает нормально, но огромная экономия. И 2 владельца, господин Спары тогда и Чайковский, мне говорят, ты что, будешь возить по реальной стоимости? Я говорю, конечно, мы возим так наши продукты. Не, тогда ты будешь зарабатывать 3000 на машине, а мы 8, просто ничего не продашь, мы будем... Я говорю, я все равно не могу, это самый прибыльный бизнес, я их учился опять-таки у инвесторов, это честный бизнес, поэтому будем делать так. Действительно, 2 года мы ничего не могли продать, потому что все говорили, принесите нам предложение от Рольфа, мы дадим на $1000 дешевле, письменно, если принесете. И наши СЛЗ все просто в отчаянии устали. Так вот, эти банки пришли и объяснили, что на самом деле вы получаете такую прибыль, например. По сумме можно легко ее рассчитать, сколько они занижали. Они на 40% занижали, не уж так сильно. Но вы должны организовывать этот другой поток денег. Вы должны тут новую бухгалтерию себе. Вы должны платить каким-то проверяющим. Вы должны у себя огромные деньги расходовать на вторую бухгалтерию фактически. Все это стоит столько, но капитал, который вы получите у нас дешевле, когда вы будете, он вам,
даст, если и не все дешевле, да, но в перспективе это будет все равно, так как вы можете выйти на открытый рынок, вы можете получать деньги от инвесторов, вы можете смотреть в глаза. И самое главное, ваш сотрудник имеет полное право красть у вас эти запчасти, потому что вы также крадете налоги, он это знает, он с вами работает. Эти вещи не бились с нашим образованием, потому что мы знали, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет, если есть там 300% и так далее, и так далее. Вот это все бредятину, естественно, она сидела в голове и невозможно было. Так вот, инвестор сначала объяснял, то есть инвестиции, повторяю, это не деньги, это обучение тому, насколько важно, чтобы деньги пришли из правильного источника. Если они приходят с иностранных банков, то никто вам денег не даст, пока вы не научитесь мыслить, как они, перестанете нести вот эту чушь там про 300%, а начнете понимать, что бизнес – это очень высокоморальное дело. Они вам подадут примеры. Они сами не знают, как работают запчасти или там поставки, но они знают, куда вас послать, чтобы вы этому научились. Потому что это их деньги, это деньги их старушек, которые вложили к ним в банк, и им надо оправдать. Все в логике обычной бизнес-логики. Никакой там обычной. Может быть, там кто-то и мыслит высокими категориями там, бизнес-этики и так далее. Да, есть такие фирмы. Там Мерк, фармацевтическая фирма, пишет, что фармакология не для прибыли, для пациентов. Прибыль последует. И так далее. Но чаще всего, когда ты говоришь с россиянами в этот момент, в 90-е годы, сегодня сильно не поменялось, тебе легче говорить о экономической составляющей, о экономической выгодности. Потому что ценности они не понимают. Ну, мы не берем всех, мы берем какую-то часть. А вот практическую часть понимают. И даже человек, разделяющий ценности, видит, с кем он беседует, он вам будет говорить на вашем языке. Слушай, так тебе выгоднее. Не надо тут красть налоги. Не надо вот это делать. Это будет в конечном итоге долгосрочно. Ты можешь заниматься... Еще ведь они как нам объясняли. То есть инвестиции давали возможность делать не только бизнес, делать бизнес прибыльный, долгосрочный. И вот последнее дело здесь деньги. А не скажу, что они не важны, что это инвестиции, это не деньги. Но все почему-то считают, что вот сейчас российский фонд национального благосостояния даст куда-то деньги, и там все изменится. Ничего там не изменится, кроме того, что там просто, скорее всего, либо неэффективно потратит, либо растащит. Вот изменится только когда это придет вместе, что называется, с ноу-хау, и вместе с теми, кто знает, как эти fucking things working, как говорят здесь местные. Притом деньги, я вам скажу, самый такой расцвет наш, да, 2003-2008 год возьмем. Мы получали, страна сейчас, примерно по 100 миллиардов долларов в год от нефти, но ее всю обрезали, оставляли там 40 миллиардов, по-моему, в экономику шло. Остальное шло все в фонды. А от иностранных банков мы получали 100 миллиардов в год чистые в этот момент. Все давали нам взаймы, все хотели нас научить. И вот эти деньги были самые эффективные, потому что они шли вместе со знаниями. Знания, притом, и рисков. Знания – это тоже важнейшее знание. Никто ничего вам не подписывал с вами контракта, никто не гарантировал, если вы начинаете там работу с каким-нибудь, не знаю, Аэрофлотом, с РЖД или просто бизнесом. Риски тоже надо изучать. Это очень сложная наука, только давалась нам иностранцами. Они нам показывали, что вот у вас один ларек, вы можете, конечно, рисковать 100%. Ну, лишитесь ларька, ну ничего, начнете. Но если у вас уже большой бизнес, риски должны снижаться, потому что вы не можете рисковать, там, если у вас 10 тысяч сотрудников и так далее, и так далее. Это тоже надо... Я помню, что весь этот материал шел к нам через тысячи каналов, через наших сотрудников, через вот взгляд какой-то. Слушайте, ну так это нельзя, так не работает. Весь бизнес, вот как он только с деньгами будет, и вот почему самые вредные – это все-таки государственные инвестиции и деньги. Они не только ничего не дают, они развращают, они разгоняют инфляцию, так как все-таки эти деньги вбрасываются в экономику. Сейчас вот мы пытаемся национальные проекты 10 триллионов пристроить куда-то, и, видимо, это и есть та логика людей, которые понимают бизнес, ну, так скажем, с силовым таким вот пониманием, что вот здесь вот отдал команду, и бизнес А2 стройся. Да? Вот он так не работает, он должен обязательно работать на десятках вещей Well, this was Sergey Petrov and his ideas about investments. Write in comments what do you think about him and the situation around Rolf.
That's all for today. Thanks for watching, see you next Monday, and bye! Have a nice day!